В этом видео я принес Brawl Stars Minecraft, но что из этого получилось, смотри прямо сейчас. И всем привет, дорогие друзья, с вами Ева, и сегодня, как вы, думаю, уже поняли, мы перенесем Brawl Stars в Minecraft. Ну, как вы видите, сзади меня находится целая полянка, на которой мы и начнем строить нашу карту. Для начала я решил построить главное распределение игроков. Всего будет две команды, одна красная и синяя, но мне это быстро надоело, и я перешел сразу ко второму пункту. Само собой, это строительство карты. Я решил строить классическую карту, но у меня была небольшая проблема. В виде травы. Через какое-то время я понял, что можно под нее просто построить блок травы, а не ставить ее командой. Также я начал строить, само собой, классическую карту, стараясь расставлять весь декор. Также я под водой решил поставить голубой бетон, чтобы вода казалась более насыщенной. Ну и вот я почти уже достроил всю карту, и она получилась достаточно очень красивой, как вы видите, оставляя все кусты. Также сделала так, чтобы ни на один блок нельзя было запрыгнуть. Это было сделано для того, чтобы никто не читерил. Потом все же решил заняться главным лобби распределения, где построил вот такой вот странный, но все же прикольный механизм. Расставлял барьеры, чтобы никто также не читерил. Также поставил главный спам, удаление всех предметов, чтобы никто ничего себе не забрал и так далее. Потом решил начать делать правильно, но быстро закончил. Расставил небольшой декор и точки спавна. После чего я понял, что драться обычным оружием было неинтересно, и принял решение создать свой собственный ресурс-пак. Но так как я всего сделал по 4 игрока для каждой команды, я выбрал всего 4 персонажа. Это были, а именно, Биби, Фрэнка, Мортиса. Тяжелее всего, ведь он должен еще и стрелять. Итак, после того, как я создал этот ресурс-пак, у меня получились вот такие вот оружия. У меня получилось, само собой, вот такая вот дубинка Биби, вот такой вот странный, но все же прикольный молот Фрэнка. Вот такой вот, если честно, фиг пойми, что это за оружие, но это оружие Мортиса. Ну и также, само собой, дробовик Шелли. Он, по-моему, получился самый прикольный. Но из-за того, что он должен стрелять, пришлось заменять еще текстуру у стрелы. Но я захотел добавить высокотехнологическое распределение, поэтому я решил добавить табличку-кнопку. Как такое сделать, я уже рассказывал. Но так как там максимум 4 команды, мне пришлось положить броню отдельно. После чего я пошел и расставил все эти таблички в каждую комнату. Ну вот вроде как все готово, им осталось только нажать на табличку и можно начать играть. После начала игры, вот я выбрал, например, за Шелли, нам выдается дробовик и также стрелы. Нам выдается всего 3 стрелы, а также мы в режиме выживания. Также мы в режиме приключений. Мы стоим на точке возрождения. Но есть небольшой прикол. В оригинальной игре при ломании сундука нам что-то еще должно выпадать. Поэтому я сделал так, чтобы сундук можно было ломать только своим оружием. Но пока что, когда ты его ломаешь, ничего не выпадало. И я это решил исправить, добавив под каждый сундук наблюдатель и под наблюдатель команды Бог, который выдает один из предметов усиления. Всего таких предметов 3. Это зеленый, синий и красный. Зеленый дает силу 1, синий дает силу 2, красный дает силу 3. Но есть небольшой минус. Я решил не раскладывать внутрь, потому что в оригинальной игре ты не мог просто подойти и открыть. Тебе нужно было именно сломать, поэтому мы ломаем, и нам выдается один из предметов. Например, вот нам выпал синий сила 2, который дает нам силу 2. Но только вот получилась такая незадачка, ведь после каждой игры приходилось заново расставлять сундуки, что было на самом-то деле не очень интересно. Но я принял решение и решил поставить целый командный центр, просто нажать на кнопку, чем самому идти расставлять какие-то сундуки. Также я понял то, что на спавне надо было указать все правила игры, и я начал придумывать правила. Но и такие вот правила у меня получились, а именно, для игры используется специальный ресурс-пак, который вы сможете скачать, а как именно расскажу чуточку позже. Лишь, так сказать, отлетать, то ты будешь появляться вот здесь вот. Вот эти серые кнопки посередине, они просто очищают твой инвентарь, чтобы ты никак не читерил. Ну и также мы нажимаем вот сюда вот и попадаем вот здесь, где у нас имеется распределение, то есть мы можем идти играть за синюю команду, пойти играть за красную. В режим приключений, и после того, как мы будем ломать сундуки, нам будет выпадать один из трех усилителей. Но пока что эти усилители ничего не делают, ведь надо поставить несколько командных блоков. Первая команда, которая активирует первый уровень силы, готова. И как видите, после того, как мы возьмем зеленый блок в руки, нам выдается первый уровень силы. Но затем мы вставляем следующую команду. Как видите, после того, как мы возьмем второй уровень силы в руки, нам он выдастся. Как видите, я его активирую, и теперь, когда мы будем брать его в руки, нам выдается уже 4-й уровень силы. Ну вот, в принципе, я создал в Brawl Stars в Майнкрафте
Вы будете спавниться вот здесь, после того, как вы прочитаете все таблички, установите ресурс пак, можете зайти на мой YouTube канал, после чего вы наступаете на желтый. Да, вот, и если вы уже играли на этой карте, то вот сюда нажимаете, чтобы восстановить все сундуки. После чего вы выбираете, куда вы захотите, какой цвет вы захотите пойти, цвет какой команды вы захотите пойти, после чего выбираете путь. Например, я захочу поиграть уже не за Шелли, а, например, за Фрэнка. Иду сюда и после чего поднимаюсь чуть выше. После чего беру здесь вот куртку своего цвета, смотрю на оружие, мне оружие нравится. И после чего смотрю на самой персонаж, за которым мы будем играть, и нажимаем на вот сюда вот на Фрэнк. Нам выдается это оружие, и мы можем спокойно играть. Мы бежим сюда, например, и ломаем вот этот сундучок. В этот раз нам выпал первый уровень силы. Ломаем, например, вот этот, здесь второй уровень силы и так далее. Вот эти блоки усиления силы надо держать в основной руке, а в таких ситуациях топор надо держать в другой руке. Только перед ломанием блока придется их менять. А еще также здесь расставлены сверху барьеры, чтобы никто из вас не смог запрыгнуть наверх. В принципе, вот такая вот хорошая и прекрасная карта Бравл Старс у нас получилась. Кстати, да, в оригинальной игре вас не видно в траве, поэтому вставляем вот сюда вот эту команду, нажимаем всегда активен и цикличный, после чего идемте проверять. Итак, мы уже на карте, и после захода в траву мы становимся невидимыми, но как только мы из нее выходим, мы сразу же становимся видимыми. Ну и в принципе на этой карте можно поиграть за Мортиса, Фрэнка, Шелли и Биби. Ну а саму карту вы сможете скачать по ссылочке в описании. Также не забудьте нас в том самом сайте скачать не только карту, но еще и ресурс пак. Там будет подробная инструкция, как это все установить. Также если вам будет лень зайти на этот сайт, то же самое будет в моем телеграм-канале. Ну или же у меня в Бусти. Все ссылочки есть в описании. Ну а на создание этой карты я потратил несколько дней. Единственное, что я от вас прошу, это просто поставить лайк. Ну и само собой подписаться. Ну и да, еще раз повторюсь, если ты захотел скачать эту карту, ссылочка на скачивание будет в описании. Ну а с вами был Всем спасибо за просмотр. Всем пока!